Марго была молодой и полной надежд женщиной, полной мечтаний и ожиданий. Она с мужем Робертом, который был ее опорой и поддержкой, мечтала о том, как их жизнь изменится с появлением близнецов, как в их доме зазвучит детский смех и как их сердца наполнятся безмерной любовью. Каждый день они вместе выбирали имена для своих будущих детей, обсуждали, как будет обставлена детская комната, какие игрушки и книжки они купят, и представляли, как будут гулять в парке, толкая коляску и наслаждаясь каждым мгновением с малышами. Беременность проходила гладко, и Марго строго следила за всеми рекомендациями врачей, чтобы обеспечить здоровье своих детей, придерживаясь правильного питания и регулярно посещая медицинские осмотры. Она знала, что каждый шаг важен, и была готова сделать все возможное, чтобы ее близнецы родились крепкими и здоровыми. Однажды, в теплый вечер, они устроили уютный домашний кинотеатр. Смех и радость наполняли их квартиру, пока вдруг Марго не почувствовала резкую, невыносимую боль в животе. Роберт, мгновенно поняв, что что-то не так, схватил ее за руку и в спешке отвез в больницу. В приемном покое Марго встретила медсестра Сара, которая сразу же заметила, что состояние женщины критическое. Показатели жизни были низкими, и время играло против них. Сара не теряла ни минуты. Она вызвала врачей и акушера, готовя все необходимое для экстренной операции. Врачи быстро приняли решение о кесаревом сечении. Операция прошла успешно, и вскоре в мире появились на свет два крошечных чудесных создания, двое близнецов. Хотя они родились недоношенными, их состояние оценили как удовлетворительное, и их поместили в палату интенсивной терапии. На следующий день, когда Марго пришла в себя, ее состояние стало ухудшаться. Сара, наблюдая за молодой матерью, поняла, что ей нужно что-то сделать. Она приняла решение положить новорожденных рядом с Марго. Это было рискованным шагом, но Сара верила в силу материнской любви. Когда близнецы оказались рядом с Марго, в палате раздался трепетный звук их дыхания. Марго, чувствуя тепло своих детей, начала постепенно восстанавливаться. Она открыла глаза и увидела их маленькие лица, что дало ей невероятную силу. Показатели ее состояния начали улучшаться, и с каждым часом Марго становилась все сильнее. Роберт, сидя рядом с женой и детьми, не мог сдержать слез счастья. Он наблюдал, как его любимая женщина, мать их будущего, возвращается к жизни благодаря близнецам. Это было настоящим чудом. С каждым днем Марго становилась все крепче, а ее дети росли и развивались в палате интенсивной терапии. Вскоре врачи подтвердили, что состояние всех троих стабилизировалось, и они смогут покинуть больницу. Когда Марго, Роберт и их близнецы покидали больничные стены, они были полны счастья и благодарности. Они знали, что впереди их ждет много трудностей, но вместе они справятся со всем. Их семья стала крепче, а любовь еще сильнее. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.